И снова всем привет, с вами Алиторн. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы наконец-то добрались до разговора с королевой Анеказой II. Вот. И сегодня мы пойдем, наверное, по, плюс-минус основной сюжетке, да, по второстепенным, но заданиям, не заказам. Давайте посмотрим, что у нас есть. Он ждет в огне, кстати, заметьте, у нас уже 1 уровень всего. То есть мы очень быстро поднимаемся, да и вообще, в принципе, наверное, мы прошли очень много уже в игре. Вот, потому что уровень наших персонажей уже почти близится к концу. По крайней мере, уровень заклинаний и все такое. Вот, посмотрим. Так, у нас есть награда за голову. Вот, Децилия, возможно, по дороге встретим. Принц Арухи отправил экспедицию на остров Матара-Укози, служивший укрытием и святилищем в дни существования Укайза. Короче, к Матара-Укози нужно отправиться. Северо-восток. К землям, похожим очертаниями на грозовую тучу. Так это... Кстати, этот остров открыл местный картограф Атепу, которого можно найти у статуи Хайли к западу от тронного зала дворца. Так. Тронный зал... Наверное, имеется в виду в самом зале. Давайте поговорим с ним, попробуем. Надо не забыть купить припасы. Так. Тронный зал. Вот, святилище Хайли. Вот здесь можно этого Антепу встретить. Может быть, он нам что-то расскажет интересное. Уана с обветренным лицом поднимает на вас взгляд из смятого листа пергамента в руках и смотрит на вас с беспокойством. Атепу, рисовальщик карт. Я ничего не продаю, или, может быть, тебе нужно что-то еще? Он прокашливается и ловко сворачивает пергамент в рулон. Должно быть, ты много повидал в своих путешествиях. Тебе доводилось слышать об Укайзе? Услышав это слово, он скидывает голову, хотя плотно сжатые губы кривятся в саркастической усмешке. На всем архипелаге Мертвого Огня не найдется ни одного Уана, кто не выходил бы в открытое море в надежде открыть потерянный Укайзе. Если бы я мог пройти по берегам наших предков, хотя бы одним глазком поглядеть на их наследие, я мог бы сказать, что не зря прожил жизнь. Ты тот картограф, что открыл Матария так. Что ты надеешься отыскать на Укайзе? То же, что и все остальные. Ответы на бесконечное число вопросов, предваряющих известную нам историю. Узнав, кем мы были, мы сможем понять, кем стали. Но если говорить именно обо мне, то карты, атласы. Наши предки были опытными мореплавателями, и один свиток древнего пергамента может открыть нам больше, чем наши собственные исследования за 100 лет. Ты тот картограф, что открыл Матара-Укози, верно? Нам еще предстоит узнать, что именно я открыл. На его губах появляется осторожная улыбка. Считалось, что заповедные острова навеки скрыты под морскими волнами. Если я и правда наткнулся на один из них, то это неплохой способ остаться в памяти потомков. Как тебе удалось сделать свое открытие? Я изучал воды, окружающие атолл, но налетевшая буря унесла мой корабль в море. Я оказался в неизведанных водах. Осмотрев окрестности в подзорную трубу, я заметил зеленую точку вдали и поднял парус. Остров заворачивался кольцами, будто змея, и сбивал с толку даже такого опытного навигатора, как я. Но в конце концов я оказался в самом центре. Высадившись на берег, я успел пройти совсем немного, как заметил признаки того, что остров населен. Дождавшись вечера и определив свое положение по звездам, я отправился в Никитаку, чтобы сообщить о своей находке короне. Расскажи мне о заповедных островах.
Наши предки выбрали несколько островов на архипелаге Мертвого Огня, сделав их местами встречи в том случае, если какое-то бедствие разделит племена. Но они и предположить не могли, насколько важными станут эти острова. Несколько тысяч лет назад на архипелаг обрушились бури и землетрясения, проснулись вулканы. Конечно, такое случалось и раньше, но никогда с такой яростью или одновременно. Уана выжили, укрывшись на заповедных островах. Спасался весь наш народ, а не какое-то одно племя. С тех пор ни одного заповедного острова тех лет не удавалось найти. Некоторые из них Нгати утащила на морское дно, забрав себе целые племена. Другие потерялись во времени, остались позабыты. Говорят, что вахаки очень ревностно относятся к островам, но это их дело. Атепа пожимает плечами. Ты говоришь, что пропадали целые племена? Пойми, архипелаг Мертвого Огня был раздроблен. Погибших тогда невозможно было исчислить, а забыто было больше, чем мы когда-либо помним. Только представь, сколько знаний мы потеряли всего за год, и сколько на тысячелетия после. Чего хотели наши предки, к чему стремились, нам никогда не узнать, правильно ли мы все это поняли. Если я отправлюсь на этот остров, что я смогу найти? Смерть. Атепа отворачивается и бледнеет, а потом глядит на вас, наблюдая за выражением лица. Я вовсе не хотел тебя пугать. Эти острова пережили великую трагедию, и тысячелетиями на них царила благословенная тишина. Если ты высадишься на заповедный остров, не стоит ожидать теплого приема. Были и другие вопросы. Что ж, изволь. Да вроде бы все. Так, ну у нас там, кстати, был какое-то обновление. Если верить Атепу, вахаки весьма серьезно относятся к охране своих священных островов. Что это означает в данной ситуации, непонятно. Ну ладно. Матара Кози это получается в ту же сторону примерно, куда и сам Бог пошел. Поэтому, наверное, я туда не отправлюсь сейчас. Я думаю, что сейчас мы пойдем на условия торговли и защитить ситуацию на Бока-Кахае. Так, ученые так и не вернулись. Сначала мне нужно добраться до Тикивары. Вот, это первое. И второе, это туманные перспективы. Ну, кстати, тут получается, что это два разных... ну, то есть это как бы выбор, видите? Либо то нам придется сделать. Мы, скорее всего, на обе стороны не сможем поиграть. Ладно, сейчас будем смотреть. Ты здесь гость, хранитель. Не забывай об этом. Снабжение. О, кстати, смотрите. Вот, собственно, и все эти моменты. Костяной корпус. Плюс 5 скорость в бою, плюс 5 скорость хода. Корпус из черного дерева. Плюс 15 состояние корпуса. Скорость в бою и скорость хода. Змеев язык — это оружие, ремонтные припасы понятно, медицинские припасы понятно, пушечное ядро тоже понятно. Так, пополнить корабельные припасы. Выберите количество каждого товара. Так. Это раз. Айдинская обработка корпуса. Военное укрепление, плюс 15. Так. Руль из эмирской стали. Угу. Капитанская каюта, добавляющая роскоши. Зверинец. Загон для всех тех дополнительных животных, которых нельзя взять с собой в путь. Можно спрятать их там. Фонарь с Сейдосом, плюс 10% ход. Руль и штурвал из коры скрытня. Пальмовые паруса.
Так, то есть получается все-таки... Вот состояние корпуса 60, Дау 75, Галеон 120 и Джонка 90. А скорость хода... Так, здесь можно нанимать матросов всяческих. Ну что ж, давайте еще докупим еды. Еда и питье. Так. Еда и питье. Давайте риса. Пускай будет 250. Лепешка тар тоже 250. Давайте сейчас сразу будем добавлять так. Так. Здесь у нас вода. Еще есть лагерь. Ну, короче, по еде тут вроде бы более-менее неплохо. Травма на 3 дня и 2 дня. Ладно, давайте пока вернемся в Дикую Кобылу и поспим там. Так. Ну, давайте даже немножко поспим в более крутой обстановке. Отлично. Причал Королевы, похоже, самая тормозящая локация. Так. Корабельный мастер. А что вообще, кстати, корабельный мастер может сделать? Давайте посмотрим. Частные танцы. Применение заклинаний уровень +1 все навыки.
Ну в принципе все то же самое. Ну, наверное, пока мы ничего не будем покупать из этих дел. Вот, а просто отправимся на наш корабль. Здесь, кстати, можно менять корабли, я так понимаю. Еще, кстати, вот у нас обширный корпус здесь. Сейчас, конечно, когда выплывем в море, посмотрим на окружающих капитанов, потому что я помню точно, там были эти имена, Децила, эти вот все ребята. Так, Никитака, Уранги. Так, Камнелом Радул, Куара, Капитан, Бурунга. Бурунга, по-моему, Десива Акула. Вот, кстати. Тут она. Но она на уровень выше нас. Децилия, вот сюда надо. Кстати, показываются наши координаты. Так. Вифрус Попрошайка. Нам нужен он? По-моему, нет, но это не значит, что мы не будем с ним драться, правильно? Если он хочет с нами драться, но он, скорее всего, не хочет. Пещера Заура Тук-Тук. Проход сломанного копья. Смотрите, мы здесь раньше не были, кажется. Пустынный ветер доносит до ваших ушей свистящее шипение из виднеющегося впереди каньона. В нем слышится треск и щелчки, и вы вспоминаете о яйцах на горящей сковороде и огне, охватившем сухие сучья. Впрочем, кроме шипения, вы слышите и низкое рычание, от которого у вас по спине пробегает мороз. Внимательно вслушаться. Звук превращается в ритмическое стрекотание, которое то медленно нарастает, то стихает. Это похоже на хор из голосов, нечеловеческих голосов. Поискать присутствие других разумов. Серафим закрывает глаза, дыхание замедляется. Вы чувствуете покалывание. Способности Сайфера слегка касаются вашей собственной души, а потом устремляются вдаль. Да, капитан, их там впереди где-то от 3 до 5. Один здоровый как черт и такой же голодный. Серафим ухмыляется. Осторожно продолжить путь. Вы осторожно заходите в каньон, стараясь держаться в тени высоких стоящих камней. Впереди вы видите группу ксаурипов. Они скачут вперед и на своих тонких... они скачут вперед и назад на своих тонких ножках, потрясают копьями и нараспев читают какую-то молитву или мантру. Над ними возвышается, раскинув свои черные кожистые крылья, Дрейк. Он терзает тушу вепря, брошенную к его ногам. Продолжить наблюдение. Могучим рывком мускулистой шеи Дрейк разрывает тушу вепря пополам.
Он поднимается на лапы, задирает голову и заглатывает заднюю половину целиком. Видно, как она проходит по горлу чудовища. А один из ксаурипов прыгает вперед. Он срывает головной убор из перьев и отбрасывает в сторону. В другую сторону летит посох, и небольшой ящер встает перед Дрейком, раскинув руки. Зверь смотрит на ксаурипа сверху вниз, а потом одним быстрым движением хватает его и проглатывает целиком. Остальные ксаурипы радостно кричат и колотят копьями по щитам. Воспользуйся ситуацией, чтобы подобраться поближе. Вы осторожно перебегаете от камня к камню, и вам удается попасть в каньон, не привлекая внимания тварей. Это мы сейчас с ними будем драться или нет? Похоже, будем, потому что загрузка идет. Так, а что это там Алот как-то отбежал, прям пробежал? Зачем, непонятно. Так, что-то интересное. Деньги. Больше ничего интересного нет. А, вот еще. Вот еще. Так, ну хорошо. Первое препятствие пройдено. Там еще одно, и потом будет пещера. Точнее, не пещера, а потом еще одно, и еще что-то другое. Пещера Заура Тук-Тук. Вы набредаете на небольшую пещеру. Из ее глубины веет чем-то тошнотворным. Вы слышите оживленную беседу ксаурипов, негромкий щебет и шипение. Войти в пещеру. Вы входите в логово ксаурипа, и ваши сапоги увязают в костях. Так, открыта новая карта. Эдер что-то обнаруживает. Что-то обнаруживает в другом конце карты. Ну ладно. Камень оберег знака трофеи. Снова черничный органчик. Так, давайте камень оберег положим на место, которое нам пригодится. В общем, там один ксаурип. Здесь еще один ксаурип, еще один ксаурип. Малый огненный Идес, вождь Рауки. Интересно, а что же тогда... ага, вот, ловушка. Понятно, что он увидел. Так, ну, давайте, наверное, как-то... Сейчас думаю, как стать лучше. Вот так вот, наверное, сюда. Встретим сначала этого, пускай остальные подходят.
неплохо. Молния бьет. Отлично. Все. Блестящая чешуя, маленький щит. Отклонение щитом +2 против огонь и против взгляда. Этот небольшой щит сделан из чешуи давно умершего дракона, инкрустированный перламутром и отполированный до блеска. Когда-то он принадлежал воину Ксаурипу, которому достался наследство от матери выводка. Та унаследовал его от шамана племени, а шаману щит подарил за преданность дракону, которому племя поклонялось. Теперь он ваш. Чешуйка обсидиана. Здесь знак от трофеи быстро был уничтожен. Мать, острый камень. Опа. Из-за прутьев на вас взирает тщедушный, явно больной Ксаурип. Создание вздрагивает, когда вы приближаетесь. Вокруг его шеи сохранились лишь ошметки оперения. Лицо существа хоть и покрыто раскраской, но старое, выцветшее, давно не обновлявшееся. Украшения Ксаурипа указывают на высокое положение в племени, верховной жрицы или даже матери, но, судя по всему, те времена остались в далеком прошлом. Что с тобой случилось? Ксаурип смотрит на вас с непонятным выражением и ничего не говорит. Разрушить клетку. Вы с легкостью открываете примитивный замок клетки. Ксаурип пытается отползти от вас как можно дальше, но останавливается, понимая, что вы не пытаетесь преследовать. Взгляд создания безумно мечется между вами и сломанной дверью. Существо собирается силами и бросается на свободу. Ну ладно. Ну, кстати, в бочках что-то есть, смотрите. Это хорошо. Ксаурип напряженно смотрит на вас. О, то есть она, получается, побегала и вернулась. Кто запер сюда? Ксаурип догоняет вас и хватает за ногу. Существо со стоном показывает на труп крупного, богато украшенного сородича. Должно быть, это кто-то из их героев. Почему ты идешь за мной? Ксаурип медленно склоняет голову и моргает. А создание щурится так, словно не совсем понимает, что именно вы имеете в виду. Оно оглядывается на клетку, затем выжидающе смотрит на вас. Ты всегда следуешь за своим лидером? Ксаурип прижмется к вашей ноге, отказываясь ее отпускать. Хочешь пойти со мной? Создание, не мигая, смотрит, но затем отпускает вашу ногу. Когда вы не делаете попыток прогнать, оно начинает возбужденно подпрыгивать. И что? Мать острый камень не может войти в команду вашего корабля. Интересно, а почему? Потому что у нас нет мест? Ну, наверное, в каком-то... Оу! Нет, все нормально. Короче, груду пороха лучше не разрушать, это раз. А второе... она обезвредила ловушку, видите? Это интересно. Так. И зачем сюда мы пришли? Ага. Хороший кинжал. Просто нашли хороший кинжал. Так, ну ладно, она что, за нами теперь постоянно будет ходить? Сейчас посмотрим, на карту мира вышлешь. Здесь уже вряд ли она будет за нами ходить. Ага, пещера. Тут... Давайте ее так и назовем. Заура Тук-Тук. Так будет называться наш новый остров. Так, вижу сначала залутать поселенница.
Проход сломанного копья. Кости скрипят под вашими сапогами. Весь берег услан скелетами, наполовину заметенными песком или даже белеющими на жарком солнце. На покойниках еще видны остатки одежды, а в руках они сжимают свои пожитки. В небе хищно кружат вирмы. Вы ощущаете, как вас подергивают за ногу. Мать острый камень цепляется за сапог, косится на дюны, а затем смотрит на вас. Ее глаза расширены от страха. Ей не нравится это место. Обыскать скелета. Вы подходите к ближайшему скелету и отбираете у него мешок. Стоило только потревожить покойника, как над пустыней прокатывается вздымающий пыль порыв ветра, и к вам устремляется несколько песчаных эйвисов. Ну, это не страшно, это дополнительный опыт. Надеюсь. Сварипа с нами, кстати, не видать. Пока что. Эдер что-то обнаруживает. Там вот. А, понятно. Отлично. Так, первобытная земля, ветер, аквамарин. Пустое крыло. Лечащие руки. Дают малое наложение рук. Отлично. Вот еще. Ну, пистолет просто. Так, ну давайте еще сюда пройдемся, может быть. Еще увидим. Но, видимо, это слишком низкоуровневая локация. Чтобы здесь был какой-то еще лут. Ну, и разрушенная башня. Золотое слово. Свиток зимнего ветра. Чернильный роганчик. Кстати, раненая команда. Все, отлично. Значит, нужно менять наших ребят местами. Так. Канонир 2, хирург 1, палубный матрос. Вот так. Так, команда на отдыхе. Кстати, известные матросы. Вот видите, мать, острый камень. Ее можно будет таки призвать. Сестра щита Делия. Так, она у нас еще палубный матрос, эксперт-навигатор. Навигатор. Вот так вот. Так, это Кок. Здесь у нас хирург. Хирурга у нас, я так понимаю, что нет какого-то крутого. Всех хирург один только. Ну ладно.
Что вот это вот за различные улучшения? Интересно, конечно. Так. Цели. Отсюда догоним. Так, давайте догоним, сохранимся. У меня 60, но у нас защитники корабля помогут справиться с врагами во время боя на палубе. Они не входят в число основных моряков, не получают травм в выходе из боя. Давайте пока будем вступать в бой. Нам нужно 250 метров, чтобы стрелять нормально. Они хотят в нас врезаться, что ли? Олесио резким рывком бросается прямо к вам. Вражеская команда приветствует столкновение пронзительными криками. Корабли врезаются один в другой. Разражаясь воинственными криками, ваш экипаж раскручивает абордажные крюки и наводит, ну, короче, понятно. Они поняли, что лучше идти на абордаж. Побежали воевать. Глупо. Так, боевой дух, 500 единиц опыта. Разделим монеты с экипажем. Так, что-то есть тут вообще интересное по лутцу. Зелье духовного щита, зелье малого исцеления. Хлопковые тканые паруса. Минус 2 состояние парусоев. Плюс 5 скорость хода. Адская шапка. Этот есть. Как у нас там корпус? 28 из 50. Поэтому сейчас, может быть, не стоит драться еще с кем-то.
Так, ладно, давайте пока вспомним, куда нам нужно идти. Последнее пристанище. Матаро Койз. Условия торговли. Покакахара. Ну, сначала мне нужно добраться до Тикивары. Тикивара. Ага, понятно. Ну ладно. Поплыли. Ну, мы не были бы исследователями, если бы мы все-таки немножко не поплавали тут в округе. Я так понимаю, что Тикивара это второй большой город. Чумной корабль. Никогда не видел чумной корабль. На горизонте появляется корабль. Его паруса убраны, и он мягко качается на волнах. «Зараженный корабль!» — кричит с носа Четупек, указывая пальцем на лениво покачивающийся на главной мачте зеленый флаг. Биадул придвигается к вам. «Лучше перестраховаться, капитан. Мы можем подцепить ту же напасть». С другой стороны, замечает такой, на борту может быть что-то ценное. И команда из-под тишка поглядывает на вас, пытаясь угадать, к какому решению вы склоняетесь. Мы не сможем им помочь? Если уж их нельзя вылечить, можно хотя бы прервать их страдания. Даже без подзорной трубы вы видите, что по палубе бродят вполне живые матросы. Хорошо, подходим. Команда подводит ваше судно к зараженному кораблю. Матросы и капитан встречают вас с ошеломленными настороженными лицами. «Клянусь милостивой Хайлей!» — хрипло выдыхает капитан. «Не думал, что кто-то решится подойти к нам на помощь». Матросы стоят на своих ногах, но то и дело покачиваются. Как видно, инфекция поразила весь экипаж. «Чем заражена твоя команда?» «Морской кашель», — печально признается капитан. «Слава Риму и Рганду. Пока все живы, но болезнь распространилась на весь экипаж, и мы быстро теряем силы». «Выберите самого тяжело больного матроса. Мы заберем его на борт, осмотрим и выдадим лекарства». «Что?» — выкрикивает Ора безумная. Остальные только бормочут себе под нос слишком тихо, чтобы можно было что-то разобрать. Однако ясно, что приводить на корабль зараженного матроса кажется им плохим решением. Еле передвигая ноги, матрос бредет с зараженного корабля на ваше судно. Ваша команда расступается перед ним. Кое-кто осеняет себя охранительными знаками или бормочет молитвы к Римурганду. «Просто не знаю, как вас благодарить», — говорит капитан. «Если бы не вы, даже не знаю, на что мы могли бы надеяться. Пожалуйста, прими это в знак моей благодарности». Он протягивает вам небольшую коробочку. «Спасибо». После короткого осмотра больной матрос возвращается на родной корабль с хорошим запасом лекарств на всю команду. Мэрики устала, но все же с надеждой машет вам на прощание. Вы получили предмет ботинки устойчивости, стойкость плюс 5, минус 25, длительность враждебного воздействия на ловкость. Вот так вот. Вы поднимаете флаг и отходите от зараженного корабля. Неожиданно Икуик хрипло кашляет и нервно озирается по сторонам. Матросы скрипят зубами и бормочут проклятия. Похоже, инфекция перешла на ваш корабль. Так. Икуик. Ну, кстати, пока не видно, чтобы у него там какие-то проблемы были. Странно. Если мы им дали лекарство, то по идее мы и сами можем этим же лекарством подлечиться, правильно? Интересно. Ладно. Это мы почти отремонтировались. Так, это кто? Анесса Многоглазая. Острова Тихиваи. Шторм. Онд.
Вашу команду настигла опасная хворь. Болезнь начинается с мелочей. Там кашель, тут озноб. Но проходит совсем немного времени, и ваша команда уже не в состоянии работать. Спустя сутки у вашей команды начинаются проблемы с дыханием. Кашель раздирает горло матросов, они сплевывают в море кровавые сгустки. Еще немного твоя команда не сможет работать, капитан. Ирена находит вас в вашей каюте. Сквозь открытое окно слышно, как кого-то рвет. Они и так на пределе. Попросить помощи богов. Малое заступничество. Думаю, я могла бы помолиться о безопасном путешествии через Хель. На случай, если мы скоро все умрем. Кивнув, она склоняет голову. Да славятся все ипостаси Атаса, величайшие из которых Хаун. Я обращаюсь к тебе с молитвой, полное смирение, благодарности и вечного почтения. Услышь меня, о мой бог, и жалься над моей отчаянной мольбой. Мы плывем по черному морю смерти, однако не страшимся будущей жатвы, ибо твой фонарь укажет нам путь. Мы не покинем тропы, проложенной тобой через Хель. Мы готовы покинуть жизнь и сбросить жалкую шелуху своих тел. Ибо ты вновь посадишь наши души на жирную землю, и они возродятся. Ибо так было и будет, покуда вращается колесо. Аминь. Увидев божественный знак, вы чувствуете себя очищенным. Команда напевает, славя богов. Матросы бросают за борт монеты и безделушки. Ваше плавание продолжается. Вот так вот. Началось все с лекарства, которое нужно было раздать, да? А закончилось тем, что мы вполне могли... Точнее, что мы просто получили опыт, да? Интересно. Боевой дух, точнее. Смотрите-ка. Какой-то остров. Я думаю, что сегодня, ребят, мы до Тикевара не доберемся, уже извините. Все-таки исследование довольно интересная штука. Пояс из шкуры тролля. Регенерация здоровья восстановлена +1. Интересно. Так, давайте, кстати, мы с вами тут набрали много полезных штук. Регенерация здоровья. Вот. Кто у нас чаще всего умирает? Ну, давайте на нашего хилера переместим этот пояс. Теперь, я еще хотел поменять шлем на своем главном персонаже. Но кроме этого у нас есть еще ботинки. Вот, ботиночки, которые стойкость +5 дают. Еще такой шлем у нас есть. Ну, наверное, вот этот пускай будет у нас у главного персонажа. Эдеру тоже надо какой-то шлем бы надеть. Ну, пускай он будет в шляпе. Кстати, малое наложение рук. А давайте у нас будет малое наложение рук у нашего Сайфера.
Сюда, я так понял... ну, кстати, у нас же 2 кольца. Подавление печали. Вот. Пускай будет на нашем... Нет, пускай опять же будет на Сайфере. Почему? Потому что Сайфер у нас чувак, который... Ага, на Сайфере есть какие-то кольца. Стойкость плюс 5, реакция плюс 5 и все такое. Так, давайте-ка мы сделаем вот так вот. Он как-то подрос. Так, это все, что здесь есть на этом острове, да? Ну ладно. Он даже не назван никак. Или он назван в честь группы островов, наверное. Так. Так, кто это у нас тут? Ахира. Не знаю, кто это. Но не хочу с ними общаться. Сейчас. Ну, кстати, мы все-таки к Тикиваре плывем. Захоронение. Так, это у нас кто? Уранги. Мы с ним уже сталкивались. Тропа Туакубива. Тикивара. Берег цинизма. Здесь можно будет по этому еще походить, видите? Ну что ж, я думаю, ребят, что вот здесь мы с вами сейчас и закончим эту серию. А в следующей уже будем исследовать всю Тикивару, да, не спеша. Вот, чтобы исследовать тщательно все. Поэтому на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, ставьте лайки под видео, делитесь моими видео, если они вам нравятся, если у вас есть друзья, которым будет интересно тоже посмотреть, либо же там, возможно, какие-то группы, сообщества в социальных сетях. Буду рад. Спасибо. До следующей встречи.